Всем привет! На канале появится небольшая серия видеовыпусков, посвященных установке элементов Land Rover Discovery 4 в третью версию. Будут показаны некоторые работы по электрической части. И сегодня уже третья часть, которая посвящена пересвету кнопок большей части электронных панелей, а также центральной консоли. Оставайтесь на канале. Начнем с пересвета кнопок дверных карт. Значит, продолжаются работы по установке нового салона от Range Rover Discovery 4 в третий. Вот и дело дошло до кнопок дверных карт. Значит, принято решение оставлять кнопки от Discovery 3, поэтому просто будут в новых дверях вырезаны рамки под установку старых кнопок. Значит, что нужно сделать с этими кнопками? Пересветить. То есть, хоть они остаются, но цвет будет меняться на белый. Поэтому моя задача разобрать их, разобраться, какие стоят светодиоды, подобрать номиналы резисторов после замены светодиодов. Ну что, начинаем. Значит, уже кое-что сделано. Смотрите другие видео по этой теме. Значит, вот она плата. И нужно менять вот эти вот светодиоды. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Также вызванивать резисторы, которые отвечают за понижение напряжения, ну точнее тока для данных светодиодов. И тоже их будем менять. Значит, новые светодиоды однозначно будут светить ярче. Поэтому нужно поставить повышенное сопротивление. Как вызвонить от светодиода до резистора, а также как найти плюс-минус у светодиода. Смотрите другие видео, я это уже там делал неоднократно. И будем находить, будем менять. Значит, решил я снять такое коротенькое видео. Ну, с какой целью? Стоит, чтобы показать, для чего идет установка, вернее, замена резисторов токоограничивающей после замены светодиода. Значит, новые светодиодики белого свечения, и плюс у них можно найти по более длинному выводу. Значит, впаиваются, и вот я сейчас впаял один светодиод и попробую без замены резистора включить, и посмотрим, как на общем фоне будет выглядеть этот светодиод. Итак, включаем. Сейчас вы особо ничего не увидите. Сейчас выключим свет. Значит, видно, что этот белый светодиод выбивается по яркости от остальных. То есть неспроста сделали такие тусклые. Все это диктовано эргономикой в салоне автомобиля. Видите, какое должно быть свечение зеленых светодиодов по интенсивности. Такой же интенсивности должен быть свечением белый светодиод. Значит, что делаем? Ставим токоограничивающий резистор. Поставим в 8 раз больше от номинала. То есть, если тут идет 1,8 килоома, то есть поставим 15 килоом. Итак, резистор заменен на повышенного сопротивления. И давайте теперь посмотрим интенсивность свечения белого светодиода относительно зеленых светодиодов. Выключаем свет. И видим, что белый светодиод уже, конечно, приближается по интенсивности свечения
к остальным. Ну, если честно, даже еще можно больше ставить. Наверное, поставлю на 18 килоом, и тогда уже точно попадем в интенсивность свечения. Да, надо еще немножко больше поставить. Итак, резистор поменен в 10 раз больший. Давайте теперь посмотрим по интенсивности свечения по относительно родных светодиодов. Ну, вот сейчас уже что-то близко. И то даже немного выбивается. Соответственно, еще больше можно ставить. Ну, я думаю, я на этом остановлюсь. То есть от 1,8 к 18 килоом пришли. Таким же образом пересвечены оставшиеся кнопки дверных карт. Позиции для замены токоограничивающих резисторов слева фото, для замены светодиодов фото справа. Также произведен пересвет подсветки ниш на дверных картах. Далее был произведен пересвет кнопок центрального замка и кнопок памяти. Позиции для замены светодиодов и токоограничивающих резисторов фото слева, после замены фото справа. Затем был выполнен пересвет блока управления подвеской. Кстати, по электронной части блоки управления подвеской от Discovery 3 и 4 оказались абсолютно одинаковыми. Производилась замена только светодиодов подсветки, индикаторные светодиоды не менялись. Позиции до замены слева, после замены справа. Резисторы до замены слева, после замены справа. В селекторе АКПП также менялись только светодиоды подсветки. Светодиоды режимов оставались красными. Платы до замены представлены слева. Позиции для замены представлены справа. Самый трудоемкий оказался пересвет центральной консоли, которая представлена панелью управления климат-контроля, управлением мультимедиа и часами. Панели разбираются интуитивно понятно. Почти все на пластиковых защелках, которые нужно поддевать и отщелкивать. Немножко пришлось повозиться с часами, а именно снять стрелки, чтобы добраться до светодиодов подсветки. Плата панели управления мультимедиа до замены светодиодов слева, после замены справа. Она же позиции для замены резисторов слева до замены, справа после замены. А это уже плата управления климат-контролем. Слева до замены светодиодов, справа после. Обратная сторона для замены токоограничивающих резисторов. Слева до, справа после. Весь архив фото в хорошем качестве скачивайте в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.